Ты слушаешь Радио Нария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Нария. Здравствуйте. Сегодня 19 февраля, среда. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Нария. Все 6 оставшихся в живых заложников, которые должны быть освобождены в ходе первой фазы соглашения о прекращении огня в секторе Газа, будут освобождены в субботу, 22 февраля. Однако радость по поводу ускоренного освобождения, которое будет включать и освобождение 2 израильских граждан, которые удерживались в секторе Газа более 10 лет, сменилась на слезы и грусть. Группировка Хамас заявила, что завтра, в четверг, 20 февраля, она вернет павших Шири Бибас и ее 2 маленьких сыновей Ариэля и Кфира. Семья Бибас комментирует, что она в ужасе из-за этого заявления. Напомню, что согласно первоначальному соглашению с Хамас, только 3 живых заложников должны были быть освобождены в ближайшую субботу, а остальные 3 через неделю. Но Израиль прилагал все усилия, чтобы освободить всех 6 живых заложников как можно скорее. Канцелярия премьер-министра Израиля, не называя имен, подтвердила, что в четверг будут освобождены 4 павших заложника. Израиль заявляет, что испытывает серьезную беспокойность за судьбу Шири Бибас и ее маленьких сыновей. Семья Бибас подчеркивает, цитирую: «Пока мы не получим окончательного подтверждения, наше путешествие не окончено». Напомню, что Шири была похищена из своего дома в кибуце Нир-Оз 7 октября вместе с ее маленькими сыновьями Кфиром, которому тогда было 4 года, и Ариэлем, которому было всего 9 месяцев. Муж и отец Ярден Бибас, которого похитили отдельно от их дома, был освобожден из плена Хамас 1 февраля. Хамас же сообщили, что Шири Бибас и сыновья пали в результате удара армии обороны Израиля. В своем первом заявлении через несколько дней после освобождения Ярден Бибас обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньягу и сказал: «Верните мою семью, верните моих друзей, верните всех домой. К сожалению, моя семья пока не вернулась ко мне. Они все еще там. Мой свет все еще там. И пока они там, здесь все темно». Конец цитаты. Новости на Радио Нария. Ну и как только что сообщил общественный телерадиовещатель Израиля Кан-11, Хамас направили Израилю предложение об освобождении всех оставшихся заложников на 2-м этапе, не растягивая освобождение на несколько недель, как это было на 1-м этапе освобождения заложников. Главные новости Израиля. Тем временем в армии обороны Израиля прокомментировали, цитирую: «В последние часы распространяются необоснованные слухи о похищенных людях и их семьях. Армия обороны Израиля просит общественность прислушиваться только к сообщениям из официальных источников и воздерживаться от распространения ложных слухов, которые наносят вред семьям похищенных и общественности», заявили в армии обороны Израиля. К теме семьи Бибас мы еще вернемся. Далее к другим событиям. Управление гражданской авиации Ливана объявило, что в воскресенье аэропорт Бейрута будет закрыт на 4 часа в связи с похоронами ликвидированного несколько месяцев назад лидера Хизбаллы Хасана Насраллы. Напомню, что Насралла был ликвидирован в результате масштабного израильского авиаудара по южным пригородам Бейрута 27 сентября, когда Израиль активизировал свою кампанию против поддерживаемой Ираном террористической группировки после почти года боевых действий, инициированных Хизбаллой. В воскресенье также состоятся похороны Хашима Сафеддина, высокопоставленного деятеля Хизбаллы, который был выбран преемником Насраллы, но также вскоре был ликвидирован в ходе израильского рейда в октябре. Мероприятие будет включать выступление действующего лидера Хизбаллы Наима Кассема, после чего последует шествие к месту захоронения Насраллы. Сегодня, 19 февраля, в здании окружного суда в Тель-Авиве возобновится допрос премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу. Судебное заседание начнется в 9:30 утра.
Судьи поддержали просьбу адвокатов главы правительства и отменили заседание, которое должно было состояться вчера, 18 февраля. Нетаньяху сослался на причины, связанные с вопросами безопасности нашего государства. Еще же ожидается 14 заседаний по делу 4000, а также 10 заседаний по делам 1000 и 2000. Нетаньяху обвиняют в том, что он получал в подарок шампанское и сигары, а также влиял на политику некоторых медиа. Виктор Сарага, бывший водитель Сары Нетаньяху, ранее дал показания, согласно которым он получал для Сары бутылки шампанского. Сарага сказал, что его дважды посылали принести шампанское в дом премьер-министра, и что еще 2 раза его отправляли встретиться с водителем бизнесмена Арнона Милчина, и он должен был забрать у него напитки. СМИ, которые обливают грязью премьер-министра, пишут, что именно Сара Нетаньяху заставляла Биньямина Нетаньяху брать в дар шампанское и сигары, поскольку якобы на шампанское она подсела уже давно, ну а сам Биньямин Нетаньяху не пьет шампанское. Расследование ужасного дела о коррупции премьер-министра Израиля продолжается. Уже скоро мы узнаем, кто выпил все подаренное шампанское и кто скурил коррупционные сигареты главы правительства. И возвращаемся к главной теме выпуска. В ближайшую субботу, 22 февраля, должны быть освобождены 6 живых заложников из списка первой фазы сделки. Их близкие уже получили официальные уведомления. Кроме того, завтра, в четверг, 20 февраля, Хамас передаст Израилю павших 4 заложников. Их имена Хамас сообщит за несколько часов до этого. Согласно сообщениям источников в Газе, передача павших состоится в Хан-Юнисе и не будет сопровождаться церемонией, которая проводится Хамасом при освобождении живых заложников. После того, как на этой неделе Израилю будут переданы 6 живых заложников и 4 павших, Хамас продолжит удерживать 59 заложников, в том числе не менее 28 павших пленников. В обмен на 6 живых наших граждан, которых выпустят в субботу, и 4 павших, которых вернут завтра, Израиль освободит более 600 палестинских заключенных из израильских тюрем. Новости на радио Нария. 2 военных армии обороны Израиля, отдыхавших в Амстердаме, были срочно отправлены обратно в Израиль после того, как пропалестинские группировки узнали об их поездке и начали кампанию, чтобы добиться выдачи ордеров на арест военных. Сообщается, что 2 солдат опубликовали в своих аккаунтах в социальных сетях фотографии со службы в северной части сектора Газа во время войны. 2 солдат также опубликовали сообщение о том, что направляются в Амстердам, а также фотографии со своей поездки. Пропалестинские группы увидели эти фотографии и разместили информацию о солдатах в интернете. Израильские же власти приказали солдатам оставаться в гостиничном номере на случай маловероятного вынесения ордера на арест или же более вероятных опасений, что их безопасность находится под угрозой. Но молодые люди смогли успешно вернуться в еврейское государство. Новости на радио Нария. Сотрудники полиции Израиля начали расследование в отношении бывшего главного раввина Йона Мецгера по подозрению в том, что он приставал к подростку. Представитель полиции сообщил, что Мецгера вызвали на допрос, а через несколько часов его отпустили под залог. Напомню, что в 2017 году Мецгер был приговорен к 3,5 годам тюрьмы за коррупционные преступления, но отсидел всего 22 месяца после того, как комиссия по условно-досрочному освобождению приняла его апелляцию о досрочном освобождении. Он был освобожден в марте 2019 года. Эйнау Зангаукер, мать заложника Матана Зангаукера, который все еще удерживается террористами Хамас в секторе Газа, в последние дни подверглась словесным нападениям в социальных сетях. Форум по вопросам заложников и пропавших без вести семей призвал израильскую общественность воздержаться от плохих слов в адрес семей в интернете. Напомню, что в ивритоязычном сегменте интернета Зангаукер высмеивают как женщину, которая якобы продала своего сына за стоматологическое лечение своих кривых зубов.
«Отвратительная женщина», говорилось в одном из комментариев. Другой же пользователь социальных сетей написал в адрес сына Зангаукер, что Матан останется в плену, потому что является самым ценным активом Хамаса. Эйна выступает не за освобождение своего сына, а за деньги от Катара и квартиру, которую она получила в Тель-Авиве. Это была цитата. Форум семей заложников решительно осуждает все эти словесные нападения на родственников заложников в социальных сетях. Добавлю, что Эйнав Зангаукер участвует почти во всех антиправительственных митингах и кроме освобождения ее сына призывает и к свержению власти, что есть криминальным преступлением. Зангаукер неоднократно была задержана полицией, а также ее не допускали на заседание Кнессета, где она угрожала применить острый предмет, если бы он у нее был, против присутствующих в зале, а также швырнула бутылку с водой в охрану. Новости на радио Нария. И снова возвращаемся к главной теме выпуска. Президент Франции Эммануэль Макрон написал в соцсети X о своей поддержке семье Бибас. Шири, Кфир, Ариэль – лица невинности и любви, лица вечной человечности, которую варвары Хамас никогда не уничтожат, пишет Макрон. Франция мобилизовалась для освобождения всех заложников и стоит рядом с Ярденом и семьей Бибас во всеобщем братстве, добавляет президент Франции. Главные новости Израиля. Тем временем мировые издания обсуждают драматическую историю о семье Бибас. Издание The New York Post пишет в статье, цитирую: «Хамас сообщает, что Кфир и Ариэль Бибас 2 и 5 лет, а также их мать не выжили, и их вернут обратно в Израиль уже на этой неделе». Кфир Бибас так и не отпраздновал день рождения на свободе, после того, как его и его семью похитили 7 октября 2023 года, когда ему было всего 9 месяцев. Израиль не подтвердил информацию о рыжеволосых мальчиках и их матери Шири, но заявил, что испытывает, цитирую, серьезную обеспокоенность относительно их благополучия. Об этом сообщает The New York Post. CNN пишет, что фотография Кфира Бибаса была представлена на многих акциях, призывающих к освобождению всех заложников, которая демонстрировалась по всему Израилю и миру в течение последних 15 месяцев. На фото рыжеволосый мальчик держит розового игрушечного слона, глядя прямо в камеру. Это его последнее фото, сделанное до похищения. Новости на радио Нария. Напомню, что вернулся наш официальный телеграм-канал. Там мы публикуем то, что не пропускает YouTube. Следите в режиме реального времени за новостями Израиля. Ссылку на наш телеграм-канал мы оставим в первом закрепленном комментарии под этим видео. Также, если смотрите нас по телевизору, отсканируйте телефоном QR-код на ваших экранах. Главные новости Израиля. Радио Нария нужна ваша поддержка. Поддержать нас вы можете прямо сейчас. Сделать это очень просто. Под этим видео нажмите на кнопку «Подписаться». Подпишитесь на наш YouTube-канал. Также нажмите на палец вверх под видео, если видео вам понравилось, или же на палец вниз, если видео не понравилось. Оставьте свой комментарий. Благодарность и нашим спонсорам. Их имена сейчас на ваших экранах. Израильская служба новостей желает вам хорошего дня. Уже завтра Хамас обещает вернуть 4 павших заложников. Среди них и Шири Бибас, а также 2 маленьких сыновей – Ариэль и Кфир. Но мы надеемся на лучшее. Спасибо, что были с нами. Завтра в 6 утра по Иерусалиму мы снова в прямом эфире. До встречи.